10 января 2024 года SEC одобрила первый спотовый ETF в США на основе биткоина. Это разделило криптоиндустрию до и после, ведь запуск ETF позволил большим американским инвесторам, корпорациям, фондам, а также крупным банкам вкладывать огромный капитал в биткоин, из-за чего общий приток в ETF с начала этого года превысил 17 миллиардов долларов, а его цена выросла на 50%. Но не прошло и года, как буквально через 2 дня на рынке появится второй спотовый крипто-ETF на главный альткоин эфир. По различным прогнозам, такой ETF может легко привлечь 35% от притока биткоина, за счет чего эфир будет получать минимум 1 миллиард долларов в месяц, тем самым его цена будет фиксировать стабильный рост, который, по мнению ведущих аналитиков, может превысить не только 5, но и целых 10 тысяч долларов. Уже со следующей недели такие большие фонды, как BlackRock, приступят накапливать эфир для своих ETF. Вот только обратите внимание на то, что сейчас происходит с доступным предложением эфира на рынке. Оно упало до 5-летнего минимума. И вы представьте, что будет с ценой, если начнет расти давление покупателей. В таком случае рост дефицита вызовет кризис ликвидности, когда продавцы будут готовы продавать только по самым максимальным ценам, гораздо выше 4000 долларов. Также не стоит забывать, что эфир – это большая экосистема с отдельными проектами, которые имеют потенциал на рост после запуска ETF. Да, друзья, уже на следующей неделе нас ждет историческое событие в виде начала торгов эфириум ETF, в который полгода назад никто не верил. И несмотря на положительные прогнозы, многие опасаются падения цены эфира на 20%, как это было с биткоином в январе. Именно поэтому сегодня в ролике я сделаю для вас большой разбор эфира, в котором вы узнаете, как ETF на самом деле повлияет на цену, сможет ли эфириум пробить 5000 долларов в ближайший месяц, почему BlackRock и Трамп делают большую ставку на эфир, какие L2 токены стоит покупать в преддверии начала торгов, а также вы узнаете, сможет ли эфириум ETF запустить масштабный альт-сезон на крипторынке. Дополнительно сегодня вас ждет теханализ цены эфира и ответ на вопрос, стоит ли его покупать прямо сейчас. Поэтому устраивайтесь поудобней, а перед просмотром поддержите видео лайком, ведь когда вы наберете 1500 лайков, мы сразу сделаем обзор с итогами запуска ETF эфириум и дальнейшими прогнозами его цены. Вам желаю приятного просмотра, мы начинаем. Всех приветствую на канале Coin22, с вами Влад, и сегодня мы под микроскопом разберем одну важную тему, которая была на слуху на протяжении всей недели. И конечно же это предстоящий запуск эфириум ETF, ведь нам уже объявили официальную дату начала торгов. И кстати, первыми, кто узнал, что запуск пройдет именно 23 июля, были подписчики нашего телеграм-канала, потому что такую важную информацию редакторы Coin22 публикуют раньше всех. В нашем телеграм каждый из вас может получать ежедневные новости, отчеты, анонсы листингов новых монет, эксклюзивные прогнозы и много дополнительной информации, которая поможет вам в заработке на криптовалюте. Причем это все абсолютно бесплатно. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, и вы сразу узнаете, как 25 числа SEC может изменить судьбу XRP, что также повлияет на весь рынок, о чем мы уже написали сегодня утром. Что касается эфира, то под конец недели мы получили официальную информацию от Чикагской биржи опционов, которая подтвердила прогнозы аналитиков и заявила, что торги эфириум ETF от 5 эмитентов, включая BlackRock, начнутся уже 23 июля, то есть во вторник на следующей неделе. Реакция эфира была заметна невооруженным взглядом, ведь ближе к выходным он вырос на 5% и пробил уровень 3500 долларов. И вы только посмотрите, как все быстро изменилось. В преддверии решения по ETF на биткоин в январе никто не знал, одобрят ли его на самом деле. А в данной ситуации нам прямым текстом говорят, что ETF будет. Необходимо только подождать. Но вопрос, что будет с ценой эфира, учитывая, что биткоин реально упал на 20% после начала торгов ETF. Для этого у меня для вас есть некоторые интересные данные. Во-первых, если мы берем пример с биткоином, нужно понимать, почему он упал после запуска ETF. А все очень просто. В начале года данные по IPC несколько раз превышали прогнозы, что усилило рост индекса доллара и уменьшило вероятность на понижение процентной ставки. А поскольку главными покупателями ETF являются институциональные инвесторы США в лице крупных банков и финансовых компаний, в это время они выбрали более доходные облигации. Сейчас же ситуация кардинально другая. Инфляция в США наоборот падает и уже составляет 3%, индекс доллара активно снижается, тестируя месячные минимумы, а вероятность на понижение ставки ФРС в сентябре находится выше 90%, что создает шикарные условия для запуска ETF. Но знаете, что еще спровоцировало падение биткоина после 10 января? Это ETF от компании Grayscale, которая конвертировала свой траст-фонд и установила самую высокую комиссию на рынке в 1,5%. Именно из-за этого с Grayscale вывели более 18 миллиардов
миллиардов долларов в биткоине, начиная с января, меньшую часть из которых продали на открытом рынке, а большую перенаправили в ETF от BlackRock. Вот только у Ethereum ETF комиссия будет не 1,5%, а целых 2,5%. Конечно же, это могло бы привести к рекордным оттокам и падению цены эфира, если бы не одно но. Grayscale учла все свои ошибки с биткоином и запустила полностью новый мини-Ethereum ETF, который будет взимать самую низкую комиссию в 0,15 доллара. Также, чтобы предотвратить историю с биткоином, Grayscale сразу вкладывает в свой мини-траст 10% из 10 миллиардов долларов основного Ethereum ETF. По мнению аналитиков, теперь это самый конкурентоспособный ETF с точки зрения комиссий, что вероятно позволит избежать сильный отток. Но что же будет с притоком капитала? В прошлых роликах я уже рассказывал, что Ethereum ETF потенциально может получить в среднем около 35% от притока биткоина, что на сегодняшний день составляет почти 6 миллиардов долларов. То есть фонды могут скупать эфир по 1 миллиарду в месяц. С одной стороны, это небольшая сумма, учитывая его капитализацию, но с другой, нам нужно держать в голове, что доступное предложение эфира находится на 5-летнем минимуме. С бирж продолжают выводить эфир, а если фонды начнут его накапливать, это может вызвать кризис ликвидности, когда спрос значительно превышает предложение, что приведет к сильному росту цены. Ведь только на этой неделе с бирж вывели эфир на 126 миллионов долларов. Мнение многих аналитиков сводится к тому, что на фоне ETF эфир вырастет и пробьет новые исторические максимумы. Глава компании Bitwise твердо верит в пробой уровня 5000 долларов после запуска. Аналитик Майкл Ван Депон ожидает рост до 10 тысяч к 2025 году. Сингапурская крипто-инвестиционная компания QPC Capital заявила, что эфириум достигнет уровня 6000 долларов. Также свои прогнозы озвучили банки, как, например, Standard Chartered, который прогнозирует уровень 8000 до конца этого года, в то время как крупнейший банк Америки JP Morgan ожидает приток капитала в эфир от 1 до 3 миллиардов долларов, благодаря ETF. Ну а что же будет с ценой эфира на самом деле? Как я говорил в начале, эфир уже пробил ключевой уровень 3500 долларов. На графике формируется локальный бычий треугольник с сопротивлением вот в этом диапазоне, но шумиха вокруг ETF может поднять эфир выше диапазона сопротивления с максимальным значением на уровне 3970 долларов, который он не смог пробить после падения с годового максимума, зафиксированного в марте. Это общий положительный прогноз для эфира. Тем не менее, все будет зависеть от реального притока капитала, за которым аналитики нашей подписки Coin22 Pro будут следить в режиме реального времени, чтобы до и после 23 июля вы могли получить лучшие точки входа и заработать не только на росте, но и на потенциальном откате, потому что любое движение рынка – это возможность зафиксировать профит. Вы можете в этом убедиться на примере лонг-сделки по Filecoin, которую получили участники Pro до роста его цены, заработали от 85% чистого профита. В таком формате мы торговали и получили прибыль на протяжении всей этой активной недели. При этом с нами зарабатывали даже новички, которые только начинают изучать криптовалюту. Ведь на старте мы предоставляем пошаговое обучение со 100% упором на практику. То есть все полученные вами знания вы будете закреплять на практике в сопровождении наших специалистов. А чтобы получать профит полностью на пассивной основе, мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель из перспективных монет, а также поможем сбалансировать тот, который вы уже имеете. В преддверии 23 числа на рынке будет наблюдаться активная волатильность, поэтому чтобы использовать ее для заработка, напишите нам по ссылке в описании и приступайте к прибыльной торговле с профессионалами. В целом ETF действительно является очень положительным катализатором, ведь хорошим примером является биткоин, который вырос на 50%. Но есть и некоторые трудности, с которыми может столкнуться эфир. Основатель фирмы Into the Cryptoverse, а также криптоаналитик, на днях заявил, что цена эфириум может снизиться после того, как первоначальный ажиотаж вокруг ETF стихнет, если его предложение продолжит расти текущими темпами. Он добавил, что если предложение эфириум продолжит расти примерно на 60 тысяч в месяц, как это было в апреле, то к декабрю предложение вырастет к тому, что было в момент слияния. Эфириум, который стал дефляционным после слияния, к апрелю этого года сократил свое предложение примерно на 455 тысяч эфиров, однако с тех пор предложение увеличилось примерно на 150 тысяч монет. Аналитик утверждает, что если оно продолжит расти такими темпами, то может вернуться к тому, что было до слияния, которое прошло более 2 лет назад. Конечно, в краткосрочной перспективе потенциал на локальный откат есть, ведь давайте будем откровенны, одобрение ETF ни для кого не станет сюрпризом. Следовательно,
Следовательно, данное событие уже заложено в цене эфира. И если ожидания инвестора будут неоправданными, а на данный момент все надеются на активный рост, цена эфира может откатиться до первой поддержки на уровне $3300. Но сейчас эфир находится выше 50-дневной EMA и 200-дневной простой скользящей средней на 4-часовом графике, что подтверждает сохранение бычьего восходящего тренда. И пробой вот этого симметричного треугольника только повысит потенциал на тестирование уровня $4000. Стоит ли при этом покупать эфир сейчас? Конечно же стоит. Но я неоднократно вам говорил, что никогда не покупайте на все деньги. Придерживайтесь тактики постепенного накопления на разных уровнях. Часть вы можете купить прямо сейчас, а далее усредняйте на локальных откатах, которые составляют 10%. Ведь повторюсь, общий долгосрочный прогноз для эфира остается положительным. И лично я также рассматриваю уровень в $5000 как первую основную цель для достижения после запуска ETF, что может произойти в начале 2025 года, особенно если учитывать текущее снижение инфляции, которое приведет к вероятному сокращению ставок уже в сентябре, большой интерес со стороны американских инвесторов, ну и конечно же предстоящую смену правительства в США во главе с Трампом, который планирует сделать Америку криптостраной номер 1. И если SEC возглавит комиссар Хистер Пирс из партии Трампа, то через эфириум ETF можно будет даже его стейкать, ведь Пирс лично готова пересмотреть данный вопрос, что позволит большим корпорациям зарабатывать до 7% годовых. Это только усилит приток капитала в ETF, что само собой положительно отразится на цене эфира. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько будет стоить эфир после запуска ETF и в конце этого года. Интересно узнать ваши прогнозы. Но что же будет с монетами L2 после запуска ETF? Ведь в отличие от биткоина, эфириум это большая экосистема, внутри которой работает очень много проектов, сервисов и приложений. Давайте подробно разберем данный вопрос. Эфириум L2, включая Optimism или, например, Polygon, также выйдут победителями после запуска ETF. Когда рынок отскочил в начале недели, эти токены показали схожее ценовое движение с самим эфиром, зафиксировав высокие проценты роста. DeFi OG, такие как Uniswap или Aave, также представляют собой проекты на эфириум из-за их прямых связей с технологией EVM. Любые EVM совместимые проекты и блокчейны будут работать лучше, чем закрытые экосистемы. Это ставит такие проекты как Avalanche или Polygon в более выгодное положение, чем, скажем, Algorand, который пока не совместим с EVM. Таким образом, запуск ETF может оказать общее положительное влияние на всю экосистему. Из всех я бы отметил монету Optimism, которую недавно мы разбирали в нашем топе. Советую его посмотреть. Монета OP – это также большая экосистема для масштабирования, через которую работает даже биржа Coinbase, а также такие проекты, как WorldCoin, LayZero, Hashflow и многие другие. С начала года, несмотря на этот разрыв, мы видим корреляцию цены эфира с OP, то есть оптимизм рос совместно с эфиром, из-за чего он является первым кандидатом на то, чтобы оказаться в вашем портфеле до запуска ETF. Похожая корреляция с эфиром наблюдается и у других L2, а именно Matic и Arbitrum, за счет чего вы также можете понаблюдать за этими монетами в ближайшее время. Еще я бы хотел отметить Uniswap, нативный токен главной DEX биржи, через которую многие покупают эфир, и токены ERC-20. Следовательно, если начало торговый ETF привлечет внимание экосистемы Ethereum, мы сможем увидеть рост пользователей Uniswap и как результат положительное влияние на токен Uni. Ethereum стал своеобразным домом для новых разработок, таких как доказательства с нулевым разглашением, которые поддерживают многие Ethereum L2 и эксперименты по токенизации реальных активов. Ведь по факту токенизированный казначейский фонд BlackRock построен именно на эфире. Еще в апреле аналитики VanEck прогнозировали рекордный рост Ethereum L2 и достижение рыночной капитализации этих монет в $1 триллион к 2030 году. Да, VanEck любит делать такие прогнозы на несколько лет вперед, но поскольку правила на рынке меняются в пользу крипты, то к 2030 году возможно все. Кстати, абсолютно все токены Ethereum L2 не только вы можете купить с помощью нашего официального партнера биржи OKEX. Это платформа с очень удобным функционалом и с самыми низкими комиссиями, а тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будет ждать приветственный бонус и розыгрыш разных призов, поэтому торгуйте с надежной биржей OKEX. А вот теперь еще один вопрос. Какое влияние будет на другие альты и сможет ли Ethereum ETF запустить тот самый альт-сезон? Когда SEC одобрила заявки 19B4 в мае, обновление вызвало огромный скачок цен монет, что оказало сильный эффект на биткоин и многие альты. Этот, хотя и небольшой подъем, может повториться после запуска ETF. Потенциал притока капитала на рынок альтов достаточно высокий. Во-первых, несмотря на фуд, который в последнее время штормил рынки, данные
Sentiment показывают, что большинство альтов находится в зоне покупки, а их коэффициент MVRV находится на более низких уровнях. На 30-дневном графике MVRV представлены некоторые альты, в основном на основе эфира. При этом их соотношение показывает, что адреса, которые купили за последние 30 дней, в среднем имеют потери от 5 до 18%. Такие данные часто сигнализируют о том, что потенциально может начаться бычий разворот. Приток средств в ETF может спровоцировать рост эфира, который само собой связан с некоторыми альтами в его экосистеме, потому что именно это произошло, когда SEC одобрила заявки 19B4. Но если честно, самый большой потенциал на восходящее движение остается у эфира, ведь именно он получит приток капитала от крупных инвесторов, фондов и корпораций. Следовательно, я не рекомендую вам делать ставку на альты. Основной упор лучше сделать на эфир, чтобы его соотношение в вашем портфеле было около 20-15%. А вот уже оставшуюся часть в 10-15% можно распределить среди разных альтов. Кроме влияния на цену, запуск Ethereum ETF по факту снял ограничения для других альтов, на которые также будут подавать заявки на создание ETF. Уже есть активные заявки на Solana от OneEki 21 Shares, а Ethereum увеличивает вероятность одобрения в 2025 году, как это написал главный аналитик Bloomberg ETF и о чем я вам рассказывал в нашем прошлом ролике. На данный момент условия для запуска Ethereum ETF гораздо лучше, чем те, которые были у биткоина, за счет чего не стоит исключать то, что Ethereum может показать более активное движение. В любом случае мы будем внимательно следить за всеми последними новостями и данными и делиться этой информацией в нашем телеграм-канале, где мы 24/7 на связи. Так что не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео, и в комментариях можете оставлять все интересующие вас вопросы, ведь мы отвечаем каждому. Вам спасибо за просмотр и желаю нам всем, чтобы следующая неделя стала одной из самых прибыльных в этом году и запуск ETF оказал максимально положительное влияние на весь крипторынок. Ну и конечно же всем удачи, до скорых встреч!